Одноактный спектакль «Белые ночи» поставлен по мотивам одноименной повести Достоевского. Произведение русской литературы не случайно нашло воплощение в португальском балете. Сергей Абакумов, художественный руководитель труппы, родом из России. Этот проект включает весь энтузиазм, который есть у меня, как у русского, весь энтузиазм моих бывших учеников, потому что все, кто на сцене, это мои бывшие ученики профессионального курса танца при консерватории, где я являюсь директором этого курса. Мечтатель исполнять Леандро Родригес, который был моим учеником, который стажировался в школе Большого театра, потом учился во Франции, потом закончил высший курс танца в Лиссабоне, теперь у нас преподает. Португальцы выражают в хореографии всю гамму чувств загадочной русской души под музыку Баха, Моцарта, Шопена, Бетховена, которая звучит в спектакле. Ведущий цвет в спектакле сине-фиолетовый передает атмосферу питерских ночей. Мы взяли за основу историю, которая произошла. Знаете, есть Настенька, есть жилец, есть мечтатель, есть бабушка. Мы немножко повольничали, мы сделали как бы любовный треугольник людей, которые на самом деле мечтатель с жильцом никогда не встречались. У нас они встречаются, но вот нет конкретных отношений. Это те отношения, которые, наверное, вот в душе происходили. Поэтому все-таки у нас... базой является произведение, но получился у нас такой финал трагический, гораздо более, то есть у нас он как бы уходит с пути влюбленных мечтатель. Есть у нас, который при этом свете нельзя показать эффект реки, когда очень много прожектора бьют на вот то, что мы передаем через материал, который есть на сцене, вот движение реки. Света нет, но все равно красиво получается. Спектакль театра современного балета Мадейры длился на протяжении часа. Танцорам, абсолютно не говорящим по-русски, за это время удалось передать зрителю без слов самые главные чувства. И все они связаны с любовью. Зритель здешний, он гораздо образован, даже в самой глубинке. Это через те традиции, которые существуют вот и в течение всего 20 века, 19 век. Культурные традиции сформировали зрителя в России очень специального, очень требовательного, но очень душевного, очень отзывчивого, который не просто так пришел, чтобы убить время, а на самом деле все внимательно смотрят, слезы льются у половины зрителя, нас благодарят потом словами прекрасными, просто никогда мы этого, скажу честно, не смотрим, не слышим в Португалии, у них другой тип зрителя, у них другие потребности, они приходят на зрелище, как на зрелище. Их нужно удивлять чем-то, еще чего-то, а вот понятие душевности, вот любви, страдания, они немножко за своим удобством жизни не хотят уже. Поэтому мы представили этот спектакль. Те, которые наши друзья, конечно, восхищены были. Ну, так сказать, а что еще у вас есть? То есть это вот такое немножко потребительское отношение целиком потребительского общества, вы знаете, что у них такое общество потребления, оно немножко уже не хочет вникать в какие-то вот такие чувства, потому что какие чувства, вон вкусная еда, отдых и так далее. Поэтому-то мы и здесь. Светлана Черемных, Евгений Бобрык, Камышловское телевидение.